Всем привет! Всем привет, кто подключается. Привет, привет! Заходите на эфирчик. Я сейчас свечку пока зажгу. Вот, зажгла. Заходите. Подсказки у нас сегодня. Подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки. Если будет одна подсказка, то вот на этой колоде подсказки Вселенной. Сейчас достану остальные карты. Что-то у меня тут на телефоне зависло. Вот вторая колода, она поменьше. Тоже подсказочки. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Ирина. Две Ирины. Добрый вечер. Сейчас достану все свои мешочки со своими картами. Третья колода. Со своими подсказочками. Это у нас четвертая. Подсказки на всех. Хорошо. Так. И из будущего. Послание из будущего. Так, все достала. Давайте будем смотреть. Как в старые добрые времена, да? Как в старые добрые времена. Вы меня помните, у меня вообще начинала, у меня одна была колода. Одна, потом появилась две, потом 3, 4, 5, уже 5. Но на самом деле мне их больше, конечно. Но это вот самые, из которых... Давайте будем смотреть. Ирина. Синенький кружочек. Ирина первая попросила, поэтому смотрим. Ирина в синеньком кружочке. Первая подсказка. Не старайтесь угодить всем. Не старайтесь угодить всем. Это и не надо. И не получится. И это нормально. Так, для Ирины. Так, смотрим. Не стоит рисковать. Подходите ко всем делам с умом. Сейчас вам не время рисковать, видимо. Надо подумать, все выяснить, узнать. Так, для Ирины подсказка. Перестаньте все откладывать на потом. Живите сегодня. Живите сегодня. Кушайте вкусное, одевайте красивое, делайте то, что вы хотите. Для Ирины подсказка. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями и посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Верьте своим глазам. Все так и есть, как вы видите. Как вы видите, все так и есть. Так, послание из будущего. Для Ирины послание. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Посмотрите, что вокруг вас происходит, что вы не замечаете. Заметьте это. Обратите внимание. Спасибо, Ирина. Давайте будем смотреть следующую Ирину. Цветочками с закатом. Добрый вечер, Аннет. Давайте Ирину цветочками с маками смотрим. Оставьте новые дела на потом. Новые дела оставьте. По-моему, уже был у вас каждую неделю, по-моему, так, нет? Оставьте новые дела на потом. Не время. Для Ирины подсказка. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Здорово, смотрите. Здорово. Какая-то помощь придет. Не отказывайтесь. А что отказываться-то, да? Благодарю, Алена. Благодарю вас, Ирина, что зашли на эфирчик. Можете поставить лайк, если хотите. Мне будет приятно. Так, для Ирины смотрим дальше подсказки. Выходите из зоны комфорта. Откройте дорогу новым победам. Видите, вас ждут новые победы. Только нужно выйти из зоны комфорта. И все, вам уже все сказали. Уже поставила, Ирина, спасибо вам большое, огромнейшее. Мне очень приятно. Так, смотрим дальше для Ирины подсказку. Полный детокс, выпей смузи, выброси все ненужное, перестань общаться с этим идиотом. Я не знаю,
кто там, что это за идиот такой, почему кажется сказать, но, видимо, не нужно общаться просто с каким-то человеком, который вас не понимает. Вот. Спасибо, Ирина, да. Две Иришки. Можно загадывать желания, как в старые добрые времена. Я загадала. Для Ирины послание из будущего. Ой, смотрите, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что-то нужно перестать делать. Что вы сейчас, торт едите, наверное, на ночь, нет? Никакого торта на ночь. Так что вот, такие подсказки. Спасибо вам, Ирина, тоже. Дальше давайте для Аннет посмотрим. Аннет. Так, посмотрим. Подсказка. Подсказка Вселенной. Делайте добрые дела. Ой, Аннет, вам такая подсказка. Делайте добрые дела. У вас сбылось уже? У меня желание всегда одно и то же. Нет, еще не сбылось. Оно очень большое желание. Оно такое большое, которое изменит всю жизнь. Поэтому, когда очень какое-то большое желание, для него требуется очень много времени. Оно не сбылось, но движение есть. Мы уже начали в эту сторону двигаться. Вот. Чем больше желания, тем больше времени нужно, чтобы его осуществить, чтобы оно сбылось. Поэтому движение уже есть, движение есть. Но мы стараемся. Сбудется, да. Спасибо. Добрый вечер, подсказки. Сандра, можно? Зарина, привет. О, благодарю, хорошей недели. Ваши подсказки сбываются, Ирина. Спасибо большое. Вам тоже хорошей недели. Так, для Аннет. Смотрим дальше. Для Аннет. Ищите знаки и подсказки вокруг вас. Смотрите. Как раз вы сейчас подсказки и смотрите. Еще какие-то знаки вокруг вас должны быть. Обращайте внимание на все, что происходит. Слова там, которые вы услышите, музыка. Пусть идиотов будет поменьше. Пусть их вообще не будет в вашем окружении, в нашем, вообще пусть в окружении их не будет. Вот. Для Аннет подсказочка. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит он так хотел. Вот это действительно так и есть. Это значит он так хотел. Вот. Если бы он так не хотел, он бы так не сделал. Так, для Аннет подсказка. Человека не переделаешь. Перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Это не работает. Какой человек есть, такой и есть. Что уж, принимайте таким, какой есть. Что ж делать-то? Или не принимайте. Но он не изменится. Так, для Аннет. Послание из будущего. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Нужно действовать. Что-то делать. Спасибо, Аннет. Сандра у нас дальше. Сандра. Зарина, и мне подсказка будет. Так, для Сандры подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Забудьте о страхах и сомнениях. Благодарю, отправьте, пожалуйста, ссылку на донат. Аннет, сейчас. Я все время забываю эту ссылку размещать. Вот. Она же, да. Я копирую, а забываю ее писать. Ну, в этот сообщение поставить. Сандра, подсказочка. Мечтайте и направьте свои финансы в эту сторону. Слушайте, не было такой подсказки еще. Мечтайте и направьте свои финансы в эту сторону. Хорошие слова. Так и сделайте. Так, для Сандры подсказка. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Видите, такая подсказка. Так, для Сандры подсказка. Обнимашки, тебе нужны обнимашки, обнимайся. Сандра, обнимашки, обнимайтесь. Обнимашки, вам нужны обнимашки, обнимашки. Мария Мыкыта, здравствуйте.
подсказку можно сейчас всем посмотрим. Ну, кто попросит. Сандра, послание из будущего. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Если тебя не слышат, не нужно говорить. Ну, вы поняли. Вы поняли. Сказали, вот Ирина пишет, сказали, надо спрашивать у людей, как у них желания, они будут сбываться, но это в реальности. Спасибо, что... Я бы не сказала, что нужно говорить о своих желаниях. Да, нужно говорить, чего ты хочешь, но есть такие люди, которые могут сделать все, чтобы оно не сбылось. Поэтому, знаете, есть такие люди, которые вы говорите, что не делай так, они именно так и сделают. То есть, чем больше информации вы говорите о себе, тем больше вы себя открываете. Понятно, да, люди разные. Вы можете обезоружить себя, открыться, а вам, так сказать, нож в спину воткнут, делать все, чтобы у вас не получилось. В каких-то ситуациях можно рассказывать, но не до конца. То есть, когда вас будут спрашивать подробности, вы можете обтекаемо отвечать. То есть, нежелательно, не нужно свое желание, вы должны всю силу тратить не на рассказы о том, чего вы хотите, потому что энергия у вас будет уходить туда, вы рассказали, все, вы устали, человек забрал у вас энергию. А вы должны действовать, вы должны обсуждать это с тем, с кем вы хотите это желание осуществить. Например, да, вы должны эту энергию направить на действие, на изучение языка, например, изучение новой профессии, на общение с людьми, как там освоиться, где вы хотите, куда-то переехать или что-то добиться, да, или стать там известным, не знаю, какие там желания могут быть, да, научиться там летать на самолете, то есть вы потом сделаете, и потом как бы вот вас будут дергать постоянно и тыкать в это больное, так что не нужно. Особенно если будет что-то не получаться, люди будут радоваться, то есть люди разные есть, поэтому я бы не сказала, что нужно прям говорить. Какие-то мелкие, то, что вам нужно, то, что вам надо, чтобы движение к вашим желаниям, да, например, выучить язык, я хочу говорить об этом всем, потому что, например, предлагайте свои услуги в обмен на изучение языка, если нет денег, например. То есть что-то такое, да, такие можно говорить, шаги, которые двигают вас к вашей цели. Но именно подробно рассказывать я бы не советовала. Благодарю, Сандра. Да, ну это из моего жизненного опыта просто. На грабли уже сколько можно наступать. Я как бы люблю пообщаться с хорошими людьми, да. Но хорошие люди, они видно, они ничего как бы послушают и будут рады. Это как я, например, послушаю и буду рада за человека. А есть такие люди, которые послушают и будут завидовать всякой вот фигне, которые вам достались тяжким трудом, а они будут думать, опа, как ей прилетело легко. То есть, не стоит. Аккуратнее, короче. Так, давайте дальше смотрим. Но делайте так, как вы считаете нужным. Я как бы не настаиваю. Если вам там получается как-то по-другому, вам так удобно, то делайте. Не всем рассказывать. Ну, как бы, да, смотрите сами. Я просто уже много раз обожглась. Вот, поэтому многие хотят то, что я хочу, копируют, вот, делают, ну прям видно это все, это так просто. Ладно, не будем про это. Так, дальше у нас Зарина написала, что подсказка нужна для Зарины. Устройте себе отдых. Устройте себе отдых. Нужно отдохнуть. Я просто мешала и думала, что вот надо же вытащить уже ей подсказку. Даже написала. Вот. Сейчас закреплю эту ссылку, чтобы она была на самом верху. Все, спасибо. Вам тоже спасибо, что пришли на эфирчик. Так. Вот как раз сейчас у меня всякие такие дела, которые двигаются к мечте, как будто, хотя бы лежи в направлении мечты, как говорится, да. Ну вот мы стараемся кое-что делать, поэтому очень много времени это занимает.
чтобы сбывалось у других 10 человек исполняется, бонусом исполнится у меня. Ну, я в такие игры не играю, вот, как бы, нет, это не для меня. Знаете, для кого-то, может, что-то из этого работает, да, но не для меня. У меня не работает то, что работает у кого-то, других там, да, у большинства, может быть, у меня не работает. Но то, что у меня работает, это работает. Я даже рассказывала одному человеку, которому я теперь думаю, как говорится, не нужно было говорить много. Но у этого человека тоже все так же получилось. Вот, как бы, ну, желания сбывались. Маленькие желания, ну, я бы не сказала, что совсем маленькие, ну, желания, которых получишь счастье и радость, что это сбылось. Научила человека на свою голову. Этот человек, вот как вы видите, вот до поры до времени пользовался, брал то, что надо, а потом притворялся другом, короче. На самом деле, я вижу, сейчас рассматриваю. Я вижу. Его мысли посмотреть. Ой, классно, нормально отреагировал, я вообще очень рада, потому что мужчины по-разному могут реагировать. Я вот тоже, кстати, боялась сказать вот сыну, например, что вот я хочу вот так там, ну то, что вот эфиры там вести там или что-то вот этим вот. Мне нравится и все как бы для себя. Но у меня он прям вообще такой, ну, он по-своему, по-мужски это все воспринимает, конечно. Многие мужчины не верят вот в это все, что как так, это все случайно, что вы там делаете, да, как бы. Некоторые мужчины вообще негативно это воспринимают. Вот, а некоторые с пониманием, что это тебе нравится и не мешает работе, ничего, как бы, ну, как бы, если тебе это нравится, делай это, все нормально. Это так же, как и мы можем воспринимать их игры за компьютером. Если это не мешает исполнению там каких-то вот таких вот дел его мужских, да, например, там помощи, когда вы его зовете, он спокойно идет к вам от компьютера, не то, что я там буду, я не буду, там, то есть спокойно вы ходите в магазин, вам помогает, там, да, какие-то общие дела делаете, это не мешает ничему-то, да, это тоже вы относитесь нормально, так же и он нормально, как бы не мешает из личной жизни, не то, что там человек живет. Ну давайте, ладно, отступление. Для Марии подсказку. Вот, давайте для Марии подсказку дадим. А то я сейчас начну смотреть. Сейчас для Марии-то дадим подсказку. Мария, мы какая-то подсказка. Сделай передышку. Вам нужно сделать передышку. А для чего вам сделать передышку? Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Чтобы сбылось то, что вы хотите, сделайте передышку. То есть для того, чтобы подумать, а потом воплощать. Сначала планируем, потом делаем. Так, смотрим, Аннет. Какие у него мысли? Ну, классно, когда, в общем, разделяет ваше увлечение, понимает и не критикует. Просто я знаю таких мужчин, которые негативно это воспринимают. Некоторые, кстати, мужчины знают, и как бы, что женщина больше чувствует, чем мужчина. И может подсказать. У нас, кстати, в организации шеф такой был у нас раньше, представляете, когда я в другом городе работала. И он у нас такой, ну, девчонки, что вы чувствуете? Ну как, ну что? Мы такие, ну, полная вот это вот, короче, да, блин, да, ну он тоже, ну, такой, то есть, как бы он прислушался к девчонкам и спрашивает, ну как у вас по интуиции, что вы думаете, ну что будет, а что, как вот эта ситуация, например. Он привык, наверное, верит, что работает. Я тоже сыну говорю, например, рассказываю, работает. И кое-какие вот свои такие тоже замечаете, вы можете что-то делать, то, что, не знаю, ну, то, что дает вам сбыт, уметь, что ли, каких-то желаний. Есть такое, что, например, чтобы деньги, например, пришли, там, повышение зарплаты, что-то еще, да, какие-то ситуации, ну, такие вот, чтобы сбылось, чтобы там
приняли этот заказ, который вам сделали на работе, да, приняли вашу работу, что-то такое. Это все можно как бы помочь. И вот эти полнолуния, новолуния тоже, кстати, работают. Ну, на многих людей действуют просто они. Поэтому когда-то, иногда, в общем, в определенные дни что-то нужно делать, а иногда лучше ничего не делать, подождать, переждать эту всю бурю. Всегда к советам прислушиваться. Я вот, мне, кстати, не прислушиваюсь всегда к советам карт. Нет, если я решила, что я хочу так, я могу посмотреть на картах, да, немножко расстроиться, но я все равно сделаю по-своему. Я посмотрю, как все-таки это лучше сделать. Хотя так и получается, что, например, что бы я ни делала, не получается. Ну, то есть, так и есть. Иногда можно прислушаться, да, и не париться. А иногда я все-таки больше борец, поэтому я не буду останавливаться, я буду действовать. Если карта скажет, что все хорошо, то я буду действовать, чтобы точно наверняка было хорошо. Давайте будем смотреть, какие мысли о вас. Ну, какие мысли? Смотрите, он очень много думает о том, как с вами встретиться, о дороге. Видите, как он прискачет. Он мечевой, он очень много думает вот сейчас, в мечевых энергиях. О поездке думает, о том, как приехать, как встретиться. Всегда все можно поменять, да, в свою сторону, когда вот особенно разбираешься в картах Таро, начинаешь заниматься, прислушиваешься к своей интуиции, вот и обращаешь внимание на всякие мелочи, можно поменять, да, как лучше. Можно, учишься наблюдать, учишься замечать вот это все, потихоньку к себе прислушиваться наконец-то. Многие не слышат себя, многие делают то, что другие говорят, то, что от них ждут. Вот, не живут своей жизнью тоже. Поэтому, да. В общем, что он думает, у него мысли о приезде, о поездке. Очень хочет приехать. Приедет. Когда они говорят, ну, приедет 100%, сроки не говорят, 5 дней, 5 недель, что-то пятерка какая-то, может, 25 числа, не знаю, 15 число приедет. Думает о поездке, и поездка будет. Что еще? Какие у него еще мысли об этом? Ему уже надоело быть одному, вот это одиночество у него длится, да, да, ему не хватает вас, ему не хватает радости, вот он один, это все длится так долго, для него кажется, это все тянется, вот то, что вот вы на расстоянии, пусть 25-го, да, пусть 25-го, что там будет на четверг, пусть 25-го, он очень хочет. Ему надоело быть одному, быть одинокому, быть без вас далеко. И это вот очень долго это его дергает и нервирует уже. Он хочет насладиться вот этим вот общением с вами, когда он счастлив, когда он рад, что наконец-то может быть рядышком, может вас обнять. Вот только что сказала, может вас обнять. Да, и никому не отпускать, вообще никуда не отпускать, никому не отдавать. То есть обнять, все, мое, никому не отдам. И просто быть вместе, наслаждаться вот тем, что вы вместе. Он очень от этого хочет. Такие у него мысли. Он еще думает о том, что его расстраивает, что он не может вам помогать, что его нету рядом, что вот он далеко, на расстоянии. Он хотел бы быть, просто все делать для вас, быть рядышком и все делать для вас. Что еще спросить-то? Какие у него еще мысли? Ну, все тяжелые мысли и плохие он гонит прочь, то есть он думает, что все самое тяжелое, все самое, что вот такое было, уже пережито, это все в прошлом, и вот как бы поездка у него, видите, все самое тяжелое, что не получалось, было тяжело, то, что он очень много старался, это все в прошлом, уже все, тяжесть прошла. Вот это движение вперед, у него сейчас движение и в работе тут движение будет, и то, что он приедет к вам, он очень хочет приехать, и приедет.
его заботы не хватает. Он очень хочет о вас заботиться, он очень хочет быть рядом, вам помогать, приехать, быть рядом, провести вместе вот время, когда вот вы вот вечера там вместе проводите, болтаете о том о сём, рассказываете, что у вас на душе, какие у вас планы, вот что у него там происходит, как вот он общается, что у вас, то есть вот когда вот семьи так встречаются вот после работы и рассказывают, как день прошел, там, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, там, что завтра будем делать, там, да, ну что-то такое вот. Все тяжелое в прошлом, да, это все уже пройдено. Но он прям четко принял решение приехать уже все. Ой, ну вообще, конечно, у него тут любовь любовная к вам, смотрите, чувства, он хочет вам рассказать о своих чувствах, о том, как он вас любит, как он хочет прям увидеть вас, поцеловать, обнять, не знаю, окунуться с головой в эти чувства, очень такие чувства у него трепетные, забота, любовь. Он уже, знаете, он, можно сказать, чемодан уже собран, чтобы вот приехать к вам. Вот только сейчас скажи, что ты можешь ехать, все, он взял и пошел. Он уже все. Да, но на работе он классный специалист, он показал себя супер классным специалистом. На работе его ценят. Он прям в команде очень такой, ну, лидер, не лидер, но так очень значимый человек в команде. Без него там никак просто. А он без вас никак. Он без вас никак. Он прям просто, вы для него прям девочка девочкой, которой нужно заботиться. Официально хочет с вами отношения. Да. Ну вот такие мысли. Что, посмотрим подсказку на этот вопрос? Сейчас. Ой. Что вы изучаете Таро, какие у него мысли? Сейчас посмотрим. Ну, он думает, что если это вам нравится, да, видите, если вам это нравится, если вы получаете удовольствие, то вы можете этим заниматься. Но он больше думает, что это больше как мечты, это больше как воспроизведение того, что бы хотелось. Вот такое вот, это в чувствах, тут чувства завязаны. Это для него как новый мир. Это вот как новый мир, который... Так, сейчас посмотрим. Который, это такой, я не знаю, как сказать, это как будто новый мир, который помогает получить желаемого. Это как помощь в получении желаемого. Но для него это что-то новое, что он не очень понимает, да, но это помогает достичь то, чего ты хочешь. Это как бы реально и нереально, и как бы вот все как-то на чувствительности, вот на этом, на всем. Он думает, он нормально воспринимает, он думает, это вот то, чем вы занимаетесь, поможет не набивать шишки, поможет не наступать на какие-то грабли, не делать ошибки или меньше делать ошибок с помощью вот этих вот карт, с вот этим занятием, вот, изучения Таро. Как можно меньше делать ошибок. Нормально воспринимает, но у него немножко такое, это как бы виртуально нереально и в то же время что-то новое, интересное и помогает. Если вам нравится, ему тоже нравится. Если это помогает вам совершить прорыв в движении, быть с ним вместе, то он вообще только за. Да, это для него как, знаете, это для него как способ, как возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны, посмотреть, начать делать как-то и воспринимать все по-другому, что-то такое вот. Это как будто способ вам разобраться в самой себе больше, вот так вот.
и для движения вперед, для побед, для вот того, чтобы все получалось. Да, не в полной мере, он не понимает, ну, точно, как это работает, да, но понимает, что это работает. Он как-то вот так вот у него понимает, что это работает и помогает. Но вот как это работает, вот как это работает, он не совсем понимает. Как бы, ну, может, это и не надо, ну, как работает же. Вот. Ну, тут никакого негатива вообще абсолютно нет, вообще никак. Подсказка. Сейчас посмотрим. Ой, подсказка, чуть не упала. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Да, в общем, не думайте, что он что-то там не понимает, не хочет и против. Нет. Так что все эти сомнения гоните прочь. Так что все нормально. Спасибо, Аннет, за вопрос. О, а тут Олеся и Дарья дальше еще мне вопросики задает. Сейчас посмотрим. Благодарю за ответы. Я вас тоже благодарю за вопросы. Так, сейчас дальше посмотрим. Олеся, вот это ваш, наверное, донат. Сейчас Олесю посмотрим. Здравствуйте, да. Сейчас посмотрим. Так, что Дмитрий чувствует к Олесе, его намерение. Да, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, что Дмитрий чувствует к Олесе? Оба, на что он чувствует? Смотрите, ничего себе. Он чувствует, что вы та женщина, ради которой стоит просто поменять весь свой мир и быть рядом с вами, что вот вокруг вас будет крутиться весь мир, потому что вы для него очень значимая женщина. Я не знаю, каких вы отношениях, да, но здесь как будто он вас воспринимает и ощущает как свою жену, как ту женщину, которую он будет слушать, прислушиваться. Может быть, он не будет говорить в открытую, да, что, мол, я там тебя слушаюсь, да, такой мужчина не скажет. Но он будет прислушиваться к вашим словам. Ваши слова очень значимые для него. Очень значимая женщина для него. Вы просто олицетворение его мечты и женственности. И вот то, какая должна быть вот самая вот лучшая женщина в его представлении. Императрица — это та, которая вот самая лучшая, самая вот моя, не знаю. Знакома с 8 марта? По ресторанам ходим, общаемся. Но вы для него вот идеал, женщина идеал. Императрица — это идеал просто для мужчины. Вот для него вы идеальная женщина, с которой можно создать семью, которой он, возможно, вот знаете, он вас видит матерью своих детей уже, потому что это та женщина, которая может заботиться обо всем просто. И о бизнесе, и о доме, и о детях, и о муже. То есть все, никто не будет обделен, все будут при внимании. Ой, смотрите, даже на дне колоды, смотрите, вышел этот вот человек, который, как сказать, законный брак. Вот он вас видит своей будущей женой, я бы так сказала. То есть такие вот у него такие чувства. Такие чувства. Вот он сам обалдел, может быть, сам не ожидал, но вы для него та женщина. Вот он хотел бы, которую видеть рядом с собой всю жизнь, просто всю жизнь, всегда быть вместе и не расставаться никогда. Вот все, надо расписаться, что она только моя, все, как бы вот все для нее. Очень значимое, весомое его намерение. Ну, может быть, его намерение и есть расписаться. Ой, он мечтает построить с вами стабильные, прочные отношения. Он мечтает о том, видите, у него прям в мечтах, это прям мечта. Вы для него мечта, просто нереальная мечта, которая вот он хочет, чтобы сбылась. Он хочет построить с вами стабильные отношения. Он настроен серьезно, я вам скажу, серьезно у него намерение. Он намерен дарить вам подарки, дарить цветы, подарки. Так и будете ходить тоже по каким-нибудь кафешкам, тоже вот по ресторанчикам. То есть тут прям он настроен, не знаю, построить с вами серьезные очень отношения, стабильные отношения, надежные, надолго. Не то, что вот сейчас мы встречаемся, помытросил, бросил, вообще нет. Вот он очень серьезно, он очень вас выделяет и ценит среди вообще всех женщин. Вообще всех женщин уже не существует для него с тех пор, как он встретил вас. Как бы, ну все.
Да, он хочет изменить, у него как будто он хочет поменять всю свою жизнь. Да, обрадовала. Да, он хочет поменять всю свою жизнь. Вот эти вот, знаете, хочет совершить прорыв, он доверяется своей интуиции, да, он хочет перевернуть свою жизнь, потому что он думает, что это настоящая удача, он хочет выйти в стабильность, чтобы у него жизнь наладилась, и он думает, что вот эти вот новые отношения дадут ему движение вперед, то, что он хочет, он может быстро добиться того, чего он хочет. У него как будто интуиция хорошо работает. Интуиция хорошо работает у него. Как будто он много чего знает, чего-то знает. Кажется, с магией дружит. Вот вы мне сказали, я вот тоже думаю, говорить вам, не говорить, с магией дружит. Да, вот у него тут интуиция хорошо работает, потому что у него, знаете, верховная жрица выпадает и отшельник. Отшельник — это очень мудрый человек, он все ответы находит в себе. А верховная жрица — это интуиция, очень прям отпадная интуиция, очень хорошая, сильная. И вот какие-то знания тайные у него есть, да. И по отшельнику еще много очень опыта. Вы у него поспрашиваете то, что вас интересует. Он может ответить на многие вопросы. Может быть, даже интуитивно, и он будет прав. Даже не разобравшись в теме, например, он может ответить правильно, дать правильный совет. Тут вот такое. Какой-то мужчина интересный. Его очень наполняет общение с людьми. Когда общается с людьми, делает его сильнее как-то. Он хочет научиться не разочаровываться, если у него чего-то не получается. Он, кстати, учится, он к знаниям открыт, он много чего изучает. И это помогает ему двигаться вперед, выделяться среди других по карьерной лестнице тоже. Так, ну что еще спросить? Вот. Так что вот сейчас вот у него прям переполняет чувства такие, что очень важное, что вас нельзя терять и отпускать. Здесь так. Какие между вами возможны отношения? Ну, какие между... Вот все помешало, вытащила опять этого вот, смотрите, Иерофанта. Какие между вами возможны отношения? Законный брак, расписались, все, поцеловались и на всю жизнь. Ну, как бы возможно. Эти отношения очень даже возможны. Что вам нужно делать, чтобы эти отношения вот так вот привели к этому, к браку, да, к официально? Стремительно развиваться они должны стремительно развиваться. Развиваться. Быстро, стремительно. Любишь, женись, да? Чё, паспорт с собой? Пошли. Ну, не знаю, смотрите, давайте подсказку на ваш вопрос. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Не сомневайтесь в себе, верьте. Вот, Алиса, спасибо за ваш вопросик. Давайте дальше смотрим донатик. Сейчас донатик посмотрю, потом вернусь к чату, хорошо? Дарья. Какие у него чувства? Так, сначала смотрим, какие у него чувства. Какие у него чувства к Дарье? Какие у него чувства? Слушайте. Вы что, безумно любит, мечтает, жену не любит? Вот, ну вот хорошо, что вы написали, потому что у меня так вышло, какие чувства. Такой бац, и этот вот дядька. Но вы понимаете, да, что что-то семейное. И тут получается, что что-то семейное. Смотрите, как у него чувство. Он готов закончить какие-то семейные отношения. Как раз то, что вы сказали.
И он готов к новой семье, к новым серьезным отношениям. То есть он готов закончить, он готов, может даже развестись. И готов к новым серьезным отношениям с вами. То есть новая семья. Тут как бы вот у него такое прям. То есть законный брак, все, хватит, заканчиваем. Это как бы прошлое, страничку перелистываем. Ничего себе. Какие чувства? Он очень хочет приехать. У него к вам страсть, у него к вам вот желание быть вместе. Он очень вас ревнует, просто очень безумно ревнует. Он боится вас потерять, боится вот, да, хочет быть с вами. Хочет, чтобы вы ушли, чтобы вы стали свободны и у вас с ним начались отношения. Чтобы вы оставили того мужчину и пришли к нему. Чтобы у вас начались отношения. Очень быстро хочет, чтобы развивались уже. Он прям, не знаю, ждет. Понятно, что тут семья, поэтому вот он от этого очень хотел бы, а вот что он будет делать? Так, он пока ничего не будет делать, именно действия какие-то. У него, конечно, будет разбито сердце, ему сейчас очень тяжело, он не знает, что именно нужно делать сейчас, то есть что будет правильно, чтобы получилось то, что он хочет, да, как будто у него связаны руки, как будто он не знает или чего-то не видит, боится, думает, что может сделать что-то не так. Как будто пока что он действовать не может. Обстоятельства не позволяют действовать так, как он хочет. И он пока оставит все как есть. Пока вот это все будет тянуться, он будет переживать, у него сердце будет болеть за вас, но он пока оставит все как есть. Интересно, как поздравит. Пока он ничего не будет делать, даже, может быть, в течение полугода он ничего делать не будет. Он будет страдать, терпеть, но вот менять ничего не будет. Он очень хочет поменять, но как будто вот обстоятельства складываются так, что не может он поменять. Не от него это как будто зависит. А в итоге он может решиться все поменять. Он может приехать, кстати. Когда вы будете не свободная даже, он может приехать все равно. Интересно, как вас поздравит. Ой, может сообщением, или может вообще не поздравить, или как-то вот издалека, как-то. Почему, как? Как-то может какое-то действие от него. Непонятно, как поздравить, да, непонятно, не пойму я что-то. Можно написать «Поздравляю с днем рождения». Ну вот подарок подарить, может не подарить, то есть, не знаю. Не подарит, скорее всего. Будет думать, подарить или нет, но тут что-то не выйдет, не получится. Может, не получится оплатить или что-то непонятно. Но почему-то он хочет быть вместе. Я не знаю почему, но вот он хочет быть вместе с вами, хочет что-то сделать такое. Он будет думать насчет подарка. Он хочет насчет подарка, да. Но в зависимости от ситуации почему-то может не получиться то, что он хочет. Как будто женщина скажет «нет, я хочу», а женщина скажет «нет», он такой я расстроился, я так хотел. Что-то такое насчет подарка, я не знаю почему. Но он думает насчет подарка, он хочет, думает, но не знаю, получится или нет. Может быть, не тот просто, который хотел бы он. Может, тот, который хотел бы, не получается. Ну да, у него тут он думает, у него тут может два варианта, или может не получиться, или то, что вот он именно хочет.
то, что именно он хочет, может не получиться подарить. И он напишет это, и все вам расскажет. А в чувствах-то он точно вам напишет и скажет. Ну, вы можете получить чуть позже этот подарок. Что-то тут такое насчет подарка. Много думает. Он как будто вас чувствует какую-то родную душу, как будто он вас давно знает. Теплая, близкая такая вот, такой вот человечек вы для него. Даже если вы далеко, все равно. Вы для него близкий человек. Чувства его переполняют, да. Сказала, что я самая лучшая. Ну вот, да. У него к вам очень такие чувства сильные. Иногда он думает, что он себя обманывает тем, что он хочет быть с вами. Он очень хотел бы быть с вами. Иногда он думает, что этого может не быть, не получиться. Жить вместе он хотел бы. Жить вместе, строить стабильные отношения, стабильные, постоянные. Но может... Иногда он думает, что это как бы может не получиться. Что это тяжело. Чтобы это получилось, это очень тяжело. Даже много трудностей надо преодолеть. Но тут много надо преодолеть, действительно. Здесь очень много преодолеть нужно будет, очень много. Если вот вместе, чтобы... Это как мечта, знаете? Вот эти отношения, быть вместе, это как мечта. Сбыточная или несбыточная? От женщины зависит. Тут больше зависит от женщины. От вас больше зависит вот эти отношения. Не, ну тут больше как мечта. Не знаю даже, реальная ли это мечта или нет. Он мечтает о вас. Мечтает, но иногда думает, что это невозможно. Но здесь как будто, знаете, это все может перерасти просто в дружеские отношения, в общение, в нежные чувства, когда вы доверяете друг другу, когда можете поговорить о том, о сём. То есть вот такое вот общение может перерасти в дружеский характер, вот такой вот. Да, тут больше от вас. Видите, тут вы более сильные, вы более, тут от вас зависит, встречаться или нет. Но тут нету того, что пока что не показывает, что 100% вы можете быть вместе. Здесь многое нужно пройти, здесь как-то так вот. Это не так быстро. Ну, здесь каждый может остаться при своем, да. Видите, каждый может остаться при своем, то есть так положено, так по-честному, так будет справедливо, как бы, вот, что ж делать-то? Каждый может остаться при своем. Хоть это будет и тяжело, да. Здесь как-то от женщины больше зависит, можете ли вы быть вместе, от женщины. То здесь как будто такая мечта и теплые дружеские чувства. Вот так вот может быть. Здесь нету того, что прям 100% вы должны быть вместе. Здесь от вас зависит.
Ну да, ну тут я уже и так и сяк спросила. Видите, тут как бы вы должны были с ним встретиться, это однозначно, но видите, здесь раздвоение, здесь нету определенного будущего в вашей паре, что вот точно так или точно так. Это все тяжело. Это все тяжело будет для вас, это несбыточная мечта, как будто. Да. Жить вместе, бороться со всем миром придется, отстаивать свою позицию, возможно, ждать на расстоянии, ожидания. Будете ждать новостей, когда он приедет, вот это вот эти чувства, как, ну, то есть вот это все, это долгий процесс. Но вы можете общаться как друзья, вы понимаете друг друга. Не знаю, сможет ли он остаться друзьями и вот так вот общаться по-дружески. Не знаю, тут, в общем, два варианта. Тут два варианта. Или вы вместе, или вы по отдельности. Тут прям, я даже не знаю даже. Тут нету такого четкого определения. Или вот вы вместе, или вы отдельно. Вот. И это не определено. Тут опять двойка. То есть здесь, не знаю, какая. Ну, это если вместе быть, то очень тяжело. Очень-очень. Это много придется через что проходить. Да, если вы будете много-много через что там вот это вот проходить, то у мужчины могут чувства остыть со временем, потому что очень много трудностей будет. Так что поэтому, наверное, зависит от вас. Тут будет очень тяжело будет. Но как друзья общаться вы можете. Никто же вас сейчас прям сразу не говорит, потому что это делать, принимать решения. Ну, чувства у него, конечно, нахлынули с головой, просто его накрыло прям чувствами к вам. Вот. Подсказка вам. Вкладывайте деньги в мечту. Вкладывайте деньги в мечту. Может быть, на билет к нему или им к вам, не знаю, на свою мечту. Да, работайте, занимайтесь работой. Становитесь классным специалистом. Может быть, вы дом хотите, может, жилье какое-то хотите. Вот туда откладывайте, думайте об этом. Стабильность какую-то. Не, терпеть всю жизнь нет смысла. Если вы не любите человека, здесь знаете, как больше? Здесь больше он-то готов уже мысленно рвануть к вам. Вот в этой ситуации, да? Вы можете быть не готовы. Вот что. Вы можете быть не готовы тормозить его. И себя при том. Поэтому здесь в первую очередь здесь вот такой вопрос, что не нужно, как сказать, не нужно не то, что жить с нелюбимыми, тут нужно, я не знаю, как сказать-то, здесь не нужно ждать, пока вы кого-то полюбите или кто-то полюбит вас. Здесь нужно решать ситуацию не эту, быть вместе с ним или нет, а другую ситуацию, быть с тем, с кем вы сейчас, или не быть с тем, с кем вы сейчас. Потому что или вы выбираете одного, ну то есть, или вы, вот сначала нужно решить ту ситуацию с человеком, с которым вы сейчас. Или вы вместе, или нет. Это первый у вас вопрос. Второй же вопрос, с кем вы будете потом. Потому что сначала нужно решить что-то одно. Вам нужно выбрать, потому что эта же ситуация будет потом и с другим партнером. Если вы не выбираете себя, а выбираете ждать, или там, а некоторые женщины тоже говорят, я не смогу одна с ребенком, например, поэтому буду с ним, лучше уж потом с кем-то познакомлюсь и к нему уйду. Такое тоже не прокатит, потому что с тем будет то же самое. Потому что вы не выбираете ни себя, а вот просто выбираете жить там с кем-то, да. То есть одна не смогу. Это все фигня, все нормально будет. Если вы выберете, там все будет нормально. То есть здесь просто выбор у вас. Жить с тем, кого вы не любите, но если вы реально не любите, то если вы человека не любите, то уж не будете с ним жить. Зачем? Нужно строить, когда вы живете с нелюбимым человеком,
вы живете его жизнью больше, чем своей. Ваша жизнь на стопе, вы живете его жизнью. То есть, представляете, у вас жизнь, все стоит. При этом вы стареете, но вы не реализовываете свои мечты, свои желания. Вы как бы не можете делать то, что вы хотите, не можете встречаться, общаться, там, не знаю, с друзьями, куда-то поехать. Вот. Зависит все от второго человека, тем более, если он вам не нравится, зачем. Когда вы живете с человеком, мужчина, он забирает вашу энергию. Вы обмениваетесь энергией. Если вы не любите человека, у человека начинаются проблемы в работе, он может начать пить. То есть тут много чего может быть. То, что вы можете думать потом, что вот я его там он же без меня не сможет. Тут много чего может быть. Тут очень много подводных камней. Дьявол он такой, знаете. Потом уже люди живут вместе, изменяют друг другу, знают об этом, например, да. Ну, живут, потому что он, например, платит ипотеку, не любит друг друга. Как бы смысл? Они не живут своей жизнью. Она, например, хочет поехать жить на море, она хочет это, но она не может, потому что он же тут, например, уже пьет, она не может его бросить, чувствует ответственность, хотя это все фигня полная. И, короче, я говорю, может так затянуть, что мало не покажется, что потом сложнее будет выйти из этих отношений. Как говорят, дети подрастут, жена выздоровеет, да, там, или умрет, там, и что-то, многие всякое говорят, да. То есть тут нужно сделать выбор, выбираете ли вы себя, свою жизнь, свои чувства. Чем раньше вы выберете себя, чем раньше вы поймете, что вы не хотите быть с этим человеком, например, вы хотите путешествовать, хотите заниматься там своей жизнью, выучить язык, да, стать классным специалистом, писать книги, не знаю, что-нибудь такое вот. А вы живете жизнь другого человека, ваша жизнь не развивается, вы никогда не добьетесь своих мечт так. Вы, наоборот, еще глубже, чем дальше, тем тяжелее вам будет вырваться из этого. Вот. Так вы еще сейчас можете не знать, что там будет впереди, но дальше круче. Чем дальше вы затягиваете, тем круче, и тем вам будет больнее и сложнее выпутаться из этого. Поэтому тут надо быть честным просто самим собой, с человеком. Просто честным не надо быть. И все. Не тянуть. Многие мужчины, знаете, тоже, не многие, некоторые, может быть, не будем же обобщать, все разные. Вот некоторые мужчины, они, когда не любят уже женщину, они боятся сказать, что давай расстанемся, я тебя что-то уже не люблю, что-то мы уже не любим друг друга, страсти нет. Но они боятся об этом сказать. Они, знаете, как действуют? Они действуют так, чтобы она бросила мужчину. То есть, как бы она меня бросила, я-то нет, белый и пушистый. Они начинают вести себя, они начинают не уважать там женщину, знают, что ей не нравится, они будут это делать. Будут курить, там, выпивать, задерживаться после работы, да, оставаться, может быть, с друзей, там, не забывать про какие-то даты или что-то там еще, да. То есть, как бы, они будут делать так, чтобы она ушла. И вот она будет, сколько вот она будет терпеть, зависит только от женщины, вообще будет ли она терпеть. То есть, есть и такое, но это не значит, что это у вас такое есть. Я просто говорю, как это бывает. То есть, это может затянуть у всех по-разному. Я уже несколько семей рассказала, то есть, и так бывает, у вас всех по-разному. Но здесь вам решать, как вы хотите, чтобы ваша жизнь какая была. Если вы вот то, что вы выбираете, то у вас и будет. Если вы выбираете жить с тем, кого вы не любите, вот так, то это ваш выбор, это вы так выбрали. А если вы выбираете бороться за то, что вы хотите, как бы тяжело это ни было, не получается с первого раза, так с 31-го получится. То есть нужно просто, когда вы чего-то очень хотите, вам вообще все равно, что вокруг, какие препятствия. Вы будете пытаться, вы будете спрашивать, а что нужно сделать, чтобы это получилось? И вы будете это делать, вы будете искать способы, как это можно сделать. И тогда вот, когда вот вас жизнь проверяет, она вам что-то другое подсовывает, там, да, какие-то другие варианты, так, будет ли она довольна, оставит ли она свою затею, свою мечту или нет. Если вы оставите, то Вселенная подумает о том, что вам это не очень-то и надо было, что нифига это не ваша мечта, раз вы так легко от нее отказались. А если вам это надо, и вам будет все равно, что вам предлагают, да, то есть вам предлагают, это не то, вы прям видите, что не то, не буду я это терпеть, например, не мое это, да, то Вселенная будет вам другое предлагать. Это же как проверка, это же как вот проверяет вас. Вам хотят что-то дать и проверяют, действительно ли вы этого хотите.
И если вы двигаетесь к своей цели, постоянно доказываете это, какие бы препятствия ни были, то вам это дадут, вам это дадут. Это просто, чем больше мечтать, тем дольше к ней идти, я бы так сказала, тем тяжелее. Но идти надо. Даже мысли не должно быть, что этого не будет. По крайней мере, у меня так. Надо не сдаваться, надо идти вперед. Идти вперед. Делать все, что в ваших силах. Делайте там, не знаю, карту желаний, чтобы определиться, чего вы... Кстати, когда вы будете делать карту желаний, у вас четкое определение будет в голове, как вы хотите, что вы хотите, семья, работа, деньги, путешествия, что вы хотите, что у вас из этого есть, а как реализовать то, что вы хотите. Если вы будете делать то, что вы сейчас делаете, ничего не изменится. Надо что-то делать другое, как-то поменять, по-другому что-то делать, возможно. Может, чему-то научиться, может, у кого-то спросить, что-то вот такое. Ну, как бы что-то делать хотя бы, что-то. Потому что, ничего так просто не меняется. Было бы хорошо, но без вашего желания. И вы можете говорить об этом вслух не кому-то там, а просто, например, небу, воздуху, просто сказать вслух, когда дома, кому-то там, кто-то услышит, те ангелы, которых мы не видим, не знаю, вы сами себе из будущего туда скажите, мол, услышь, вот я хочу так, давай уже помоги мне, ну, подскажи мне уже, что мне делать, например, или правильно ли я делаю, или помоги уже мне, у меня тут не получается. Ну, тут как бы все надо пробовать, не знаю. Поэтому, как вы хотите, подумайте. И что надо для этого делать? Вот и все. И делайте. Лучше сделать, чем не сделать и жалеть потом всю жизнь. Мы вот жили вот в городе, да, в одном. Ну, мы во многих жили. И мы хотели поехать в один город жить. И если бы мы туда не поехали, мы бы всю жизнь жалели бы. Почему? А вот если бы мы догадали, а как бы было бы, если бы мы туда поехали, вся жизнь, наверное, бы изменилась. Наверное, было бы все так круто, и мы много планов строили. Все-таки мы поехали в этот город, прожили там 3 года, мы в Питере жили 3 года. И вот мы поняли, как мы хотим дальше. То есть, понимаете, это развитие. Или вы сидите и ждете, или вы теряете свое время, годы жизни, и думаете, или вы действуете и проверяете свои предположения, мечты, или ваш вот путь к вашей мечте, он корректируется немножко, потому что вы видите, что вы делаете неправильно, ну, ошибки какие-то, да, что вы делаете правильно, то есть вы примечаете. Вот. Ну, каждого, конечно, по-своему бывает, но вот надо что-то делать. Подсказку из будущего, Альбина, можно. Анна Коробова, у нас подсказки же, ой, у нас вопросы за донаты. Сейчас я посмотрю. Вопросы за донатики. Подсказки бесплатные, подсказку можете попросить. Сейчас я посмотрю чат. И были там еще какие-то, это я могла пропустить. Сейчас я зажгу, у меня свечка погасла, ладно? Ну, как бы закончилась, я поставила вторую. Я знала, что закончится это. Вот. Вот, вторая уже. Так, сейчас поставлю. Вот. Сейчас у нас Гульшат по подсказкам. Подсказка на всех колодах. Сейчас сначала, вот теперь вот я по чату подсказки подряд буду смотреть. Гульшат у нас сейчас. Так, подсказки для Гульшата. Давайте. Это отступление от темы. Время сделать передышку и набраться сил. Время сделать передышку и набраться сил. Ух, высплюсь так высплюсь, да? Отдохну, надо отдохнуть. Так, для Гульшат подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Делитесь добрыми делами. Ой, как хорошо, чтобы они возвращались к вам. Желаю, чтобы возвращались к вам добрые дела. Подсказка для Гульшат. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Смотрите, как здорово. Счастливые перемены впереди. Так. Так, эта колода что-то тут немножко побарагозила. Теперь нормально. Что такое? Для Гульшат подсказка.
Прости обиды. Никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды. Пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Пусть побыстрее уйдет все из твоей жизни плохое. Все вот это вот обидное. И не думайте об этих людях, которые вас обидели. Все, их нет в вашей жизни. Ну, живут они где-то там, что-то там происходит, но на них пофиг. Так, послание из будущего для Гульшат. Ой, отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Если у вас есть любящий партнер, то обратите внимание на ваши отношения. Почаще обнимайтесь, целуйтесь, уделяйте внимание. Или, может быть, это еще, если нет партнера, то здесь может быть дружеские какие-то отношения или отношения с коллективом. Тут тоже нужно работать, уделять внимание, так сказать, иногда поболтать там о чем-то, может быть. Вместе чайку бахнуть, как я говорю. Вот, так что спасибо, Гульшат. Давайте дальше посмотрим. А для Альбины из будущего. Сейчас посмотрим. Подсказка из будущего для Альбины. Посмотрим. Вау, смотрите, ты слишком торопишься, остановись и еще раз все перепроверь. На тормоз нажимать не забывайте. Притормозите, вы слишком быстро куда-то летите и торопитесь. Вам нужно немножко притормозить. Еще раз все перепроверьте. Анна Коробова. Подсказка на всех колодах. Подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Извлекайте из опыта позитив. Какой бы ни был опыт, извлекайте позитивчик из него. Для чего-то это нужно. Анна Коробова. Подсказка. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Может быть, вкусный кофе купить там где-то, покушать. Покушать, говорю. Тортик покушать или кофе попить вкусный, но только не на ночь. Тортик только не на ночь, пожалуйста, иначе потом будет море сожалений об испорченной фигуре, о талии. Так, Анна Коробова, подсказка. Не прогибайтесь под обстоятельства, все можно изменить. Видите, все можно изменить. Пытайтесь, пробуйте, ищите выбор какой-то, выход какой-то другой. Анна Коробова. Расслабься, не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься, пусть хорошее придет в твою жизнь само. Что-то хорошее придет в вашу жизнь. Какую-то, видимо, ситуацию нужно отпустить просто. Какую, не знаю. Послание из будущего для Анны. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Внутри вы уже чувствуете, вы все знаете, как и что правильно. Не сопротивляйтесь интуиции, вам правильно подсказывают. Джейн, добрый вечер. Ой. Ну что, продолжим разговор или сделаем общий расклад, послание из будущего. Подсказки про игры на 3 колодах. Давайте для Джейн дадим подсказки. Подсказки для Джейн. Так, подсказка. Проявляйте активность. Активность проявляйте какое-то. Что-то такое интересненькое. Так, для Джейн. Подсказка про игры. Посмотрим. Сначала закончите старое, только потом принимайтесь за новое. Такая подсказка. Так, сейчас еще одна. Подсказка про игры для Джейн. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Такая 3-я подсказка. Вам виднее, на что это, что там у вас происходит, так что перекладывайте. Благодарю за подсказку, Анна Коробова. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Кто у нас еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы эфирчики не пропустить, да? Давайте будем делать
10 подсказок. Спасибо, Джейн, вам тоже спасибо, что на эфирчик приходите. Так, у нас будет 10 подсказок. Сейчас. Посланий будет 10. Каких подсказок? 10 посланий. Сейчас напишу. 10 посланий из будущего. Можете загадать любую циферку. От 1 до 10, если хотите себе послание на такой колоде, от 1 до 10, любую циферку. Мы посмотрим послание. Я тоже загадаю. Иногда мне тоже хочется загадывать, как и вам. Давайте смотрим. Единички. Цифра 1. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Единички, нужно перестать думать о чем-то. Не знаю о чем. Двоечки. Двоечки. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Что вы важное забыли? Быстренько сделайте. Может быть, завести будильник на утро, может, вам куда-то надо. Троечки. Ой, тройки. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Видите? С кем вам плохо, не общайтесь, короче. Четверки. Четверки. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Четверочки. Видите, вы тащите то, что вам вообще и нафиг-то и не надо. Подумайте, что это вы такое тащите на себе. Вам это не надо, а вы прям не можете отпустить. 5. Пятерки. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Смотрите, какой мир большой и красивый там. Шестерки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Прислушивайтесь к себе. Семерки. Отпусти свою обиду. Она делает тебя уязвимым. Не обижайтесь ни на кого. Вас сразу легче станет. Восьмерки. Ой, восьмерки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Видите, вы поможете, и вам кто-то поможет в свое время. Девяточки. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Так, 10-я позиция смотрим. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. Неважно, кто что вам говорит, тем более они могут в вас не верить, они могут подрывать вашу уверенность. Не слушайте никого, верьте только в себя. Все у вас получится. Так, давайте будем смотреть дальше. Общий расклад. Так, что делать и что не делать. Что делать и что не делать. Чтобы неделя была хорошая. Тут так мелко, что я даже не вижу, что я пишу. Наверное, все правильно. Без ошибок, надеюсь. Ну вот, не видно мне. Ищу работу, найду ли я в ближайшее время, не знаю. Вопросы у нас через донатик, там ссылка есть. Вверху есть ссылочка, подсказки бесплатные только. Подсказку только могу дать на ваш вопрос. Если вы напишите подсказка, но вы сами внутри, в голове у себя подумайте свой вопрос и получите подсказку. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Три варианта будут у нас, как всегда. Загадывайте. Первый вариант, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, что делать, чтобы неделя была хорошая? Бороться за свое, отстаивать свое, что делать. Много думайте. Думайте, как общаться с теми людьми, которые говорят одно, а делают другое. Будьте аккуратны с людьми. Тут нужно уметь общаться, потому что здесь есть люди, которые хотят что-то от вас получить, за счет вас куда-то выехать. Не знаю, то есть такое вот. Как будто вы сделаете, а они получат все заслуги. Или если ошибутся, то скажут, что это вы. Как будто вот такое. То есть, думайте, как вы общаетесь с людьми. Много не болтайте. Общайтесь, знаете как, не близко к себе не подпускайте этих людей. Что не нужно делать? Не нужно пока сейчас что-то заканчивать. Если вы решили что-то заканчивать, то не нужно, не заканчивайте.
Тут надо подождать, прежде чем вы что-то хотите закончить. Подумайте, прежде чем принять это решение, потому что это очень ответственное решение. Может быть, вы еще что-то не закончили в этом деле, и вам нужно доделать, а только потом закончить. Или, подумайте, тут как бы, прежде чем принять решение, нужны какие-то действия, какой-то шанс, что-то. Может быть, вы что-то хотите закончить, но дайте шанс человеку, например, на то, чтобы он восстановился в ваших глазах, например, да, попробуйте дать ему этот шанс, и вы посмотрите. То есть принимайте решение, знаете, по справедливости, честно. Если человек заслужил, то заслужил, да. Но если нет, дайте ему еще шанс. Посмотрите, как он будет действовать. Есть что-то с людьми, с отношениями, вот так вот у вас первая позиция. Нужно аккуратно с людьми. Если, например, вы доверитесь человеку, тут не надо доверяться вообще полностью никак. Вы можете просто понаблюдать, как человек будет действовать в какой-то ситуации. То есть против вас или нет, принесет ли это вред вам или нет. И уже в зависимости от этого решать, оставлять его в вашем окружении, общаться или все, как бы заканчиваем все с тобой. И как бы перестаем плотно общаться. Как бы, да, вот тут как-то общение с людьми. Кто-то приходит, кто-то уходит. Аккуратно надо. Вторая позиция, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Вторая позиция. Здесь ухаживать за собой, делайте зарядку. Можете прикупить себе какие-нибудь классные вещички. Здесь учитесь экономить и тратить, вкладываться, сохранять свой бюджет. Вот это вот у вас здесь. Денежные поступления, возможно, денежные траты, но только грамотно это все делайте. Обязательно находите возможность отложить денежку. Не тратьте все, что зарабатываете. И грамотно распоряжайтесь своими деньгами. Что не нужно делать? Тут никаких страхов быть не должно. Не нужно бояться, что у вас что-то не получится. Не нужно надумывать себе что-то в голове лишнего. Не придумывайте себе лишнего. Этого может и не случиться. Это только в вашей голове. Никаких сомнений быть не должно. Не нужно. Третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, что не делать? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь прислушивайтесь к своей интуиции, планируйте и действуйте. На этой неделе вам дадутся силы просто на все, что вы хотите. Все, что вы задумали, делайте, действуйте, общайтесь с людьми, вы найдете подход к любому человеку, все у вас получится, дело ваше будет гореть. Занимайтесь любимым делом, не останавливайтесь, активничайте. Силы вам вообще на все хватит. Что не нужно делать, здесь не нужно много обдумывать и сомневаться. Вы уже знаете, как хотите, что хотите, действуйте. Здесь не нужно думать, не нужно задерживаться, не нужно тормозить себя, размышлять, еще раз взвешивать не нужно. Вы уже знаете, как вы хотите, поэтому здесь у вас тем более энергия уже дается на то, чтобы вы делали, чтобы вы вкладывались. Хватит думать, нужно действовать. Здесь так. Так, все, кому еще нужны подсказки, пишите. Если подсказки больше никому не нужны, мы будем заканчивать эфирчик. Сейчас я посмотрю донатики. По-моему, донатики уже все ответила. Донатики ответила все. Так, что давайте будем заканчивать тогда эфирчики. И увидимся с вами на следующей неделе тогда. В субботу, я надеюсь. Я не знаю, как на следующей неделе. Мы в субботу работать еще будем. Вы работаете в следующую субботу? Мы работаем в следующую субботу. Юсуф, подсказку? Да, давайте дам подсказку. Для Юсуфа подсказка. Сейчас для Юсуфа подсказка. Подсказка для Юсуфа. Измените свой взгляд на жизнь. Измените свой взгляд на жизнь. Такая вам подсказка. Кстати, вы знаете, что если вы меняете фамилию, то есть когда вы меняете фамилию, вот девчонки же выходят замуж, меняют фамилию. Юсуф, вам тоже спасибо, что на эфирчик забежали. Когда человек меняет фамилию, он меняет свою судьбу. Не только свою судьбу, но и восприятие мира вокруг. И восприятие того, как мир воспринимает этого человека. Представляете? Вот это все меняется. Если девчонки с одной фамилией всю жизнь живут с девичьей, а потом выходят замуж и меняют, у нее меняется и мир, и восприятие, и она воспринимает по-другому. Это просто.
Зарина, подождите, я доначу, хорошо. Хорошо, Зарина. Так что это очень много зависит от этого. Вот от фамилии, кстати, очень много. Я про это знаю, поэтому говорю. Вообще я говорю только про то, что знаю. Про то, что я не знаю, я не могу сказать, потому что я не знаю. Вот. Так что и это работает в обе стороны, если вы меняете фамилию, а потом обратно, как бы, когда вы вышли замуж, меняли фамилию, потом обратно вы меняете на свою девичью, у вас опять все меняется. Опять весь мир вокруг переворачивается, меняется. Да. Это здорово. Так, у меня тут чай. Был тепленький, сейчас уже холодный, но тоже хорошо. Вот. Так, сколько у нас время? У нас вот сейчас, ну у нас как у нас? У меня, у вас, наверное, по-другому. 10:42. Вижу донатик. 10:42, почти 11 ночи. Надеюсь, у вас там не позже, не совсем, это надо спать же. Сейчас посмотрим, Зарина. Вот сейчас, кстати, сейчас будет полнолуние, да, знаете, когда оно там будет, новолуние, полнолуние. 24-го у нас будет полнолуние, да. С 24 по 8 будет такое время, когда все, что уходит из вашей жизни, оно уйдет навсегда. То есть оно не вернется. Если вы захотите поменять работу в это время, то вы уже уйдете с этой работы на совсем на новую, то есть не вернетесь. Тут как бы, тут такое время, когда вот именно непонятное состояние. Это обычно полнолуние, а у вас на новолуние. Ну и сейчас все нормально должно быть. Я не знаю, что такое. Сейчас посмотрим. Ой, простите, это нормально. Мне совсем не скучно, мне комфортно. Когда человеку комфортно, он зевает. Так что не думайте, что это неуважение. Это нормально, просто человек комфортно с вами. Почему вас все бесит на работе? Смотрите, потому что вы должны двигаться вперед, а у вас движения нету. У вас движение, смотрите, вы должны двигаться, у вас должна быть какая-то цель, и вы к ней идете, а у вас как будто тухляк какой-то, никакого движения нету. Какой-то шанс вам будет изменить все. Смотрите, шанс получить то, что вы хотите действительно, шанс получения своей мечты. Вам что-то, какое-то предложение может поступить. Как будто вы расстроены, что нет движения, нет того, что вы хотите, нет нового чего-то. Вот. Все так же, как и было. Приходится бороться за то, что вы любите, за то, что вам нравится. Может быть, вы находитесь там, где вам не нравится нифига ничего не происходит, ничего не меняется. Какая-то ерундонина. Что вам нужно сделать, чтобы все наладилось? Ничего себе. И сразу первая карта. Чтобы все наладилось, вам просто нужно встретить своего человека, того, кто будет вас понимать, и которого вы будете понимать. Здесь какое-то полное взаимопонимание. Вам нужно директриса бесит, все бесит. Потому что, знаете, как будто у вас нету движения, как будто вы на этом месте уже застоялись. Ничего не происходит, ничего не меняется, вас все расстраивает, нет нового чего-то, нового, какой-то тухляк. Как будто вы не можете двигаться. И смотрите, чтобы все наладилось, нужен какой-то человек.
То ли вы должны встретить своего любимого человека, то ли человека, который будет вас понимать. И сейчас посмотрим. Мужчина, которому вы жалуетесь, он, возможно, женат, правильно же? Какие-то у него обязанности есть, обязательства. Есть тот мужчина, который может ли он что-то сделать. У него здесь как будто своя жизнь. У него как будто своя жизнь, и он может все сделать в своей жизни. Ну и в вашей жизни он может помочь, когда, как. Он и в вашей жизни как-то может помочь, все наладить, как-то вот закончить то, что вам не нравится, и что-то новое вам предложить. По-другому. Что-то с работой связано. Скорее всего, на работе, возможно, этот человек у вас есть. Что-то с работой. Может, новую работу предложить, может, новый проект, новую команду вас сделать, вот вы в эту новую команду попадете. Что-то может он сделать, да. Как будто закончить старый этап, начать новый. Именно в рабочей сфере. Новый проект, новое движение. Может быть, у вас где-то новая точка открывается. Что-то такое. Новая команда набирается. Может, поездка какая-то. Если командировка, то 100% соглашайтесь, скажите: дайте я поеду, дайте мне, ну хоть что-то, я буду там таскать вашу сумку, да, то есть как бы, не знаю, но вот если поездка, вам надо куда-то чего-то, он может что-то сделать, как будто он может просто куда-то вас, или в какую-то команду вас посоветовать, что вы будете в новой команде работать, вокруг вас новые люди будут, или куда-то поехать, что вы можете поехать по работе, куда-то вас может отправить. Мужчина вас разочаровывает, и нету того, кто бы рядом был, кто бы вам нравился, с которым можно было как-то серьезно. Нету рядом с вами тех мужчин, с которыми можно серьезные отношения построить. Вас это как-то расстраивает. Вас еще может все бесить, потому что все меняется вокруг вас. Меняется, и вам нужно научиться действовать по-другому. Не так, как вы раньше делали, а как-то по-другому. Вам нужно научиться. У вас сейчас обучение, у вас сейчас меняется все вокруг. Это как по смерти, говорят, трансформация происходит, да? Здесь нужно по-другому смотреть на ситуацию и действовать по-другому. Научиться действовать по-другому. Этот человек может, кстати, научить, как нужно что делать. Да, он может вас научить, он прям как учитель вам выпадает, и вы победитель, вы получаете то, что вы хотите. Советы у него спрашиваете, он может не дать вам советы, если вы не спросите. Он может знать ответ, но может не сказать, раз вы не спрашиваете, как бы он не будет вмешиваться. Но если вы спросите, он может вам сказать. Ну, здесь как-то советом больше. И что-то с работой. Новый шанс на какое-то движение. Я говорю, если будет поездка, соглашайтесь. Неважно какая, по работе какая-то поездка. Вам нужно немножко встряхнуться. Вам нужно перейти из одних энергий в другую здесь как-то, в более активную. Хотя вы и так тут уже, вам и так тяжело уже. Ну, вам нужно куда-то поехать. Тут прям выходит, и уже вся колода у меня вышла, и вот опять 2 карты, вам нужно куда-то поехать. Подождите, смотрите, через какое-то время, может быть, не сейчас, нужно будет подождать, будет какое-то предложение поездки, возможно, командировка, не командировка, куда-то поехать вам предложат. Выезжайте туда. Вам туда надо. Вам туда надо. Неважно, что там будет, неважно вообще, просто вам нужно поехать.
Вам нужна поездка, чтобы восстановиться, чтобы восстановить силы, чтобы, знаете, чтобы уделить время себе, потратить деньги на себя, чтобы восстановиться и наполниться, вам нужна эта поездка. Да, видите, тут мужчина может вам помочь с поездкой. Какая-то поездка вам нужна, просто перезагрузка какая-то нужна вам. Уделить время себе, куда-то поехать. И совет этот мужчина может дать вам хороший. Можете все что угодно у него спрашивать. По работе. Может что-то сделать хорошее. Хорошее. Вот только хорошее. В него нет негатива, он какой-то стабильный мужчина. Знает, что и как. Очень умный. Мудрый, так сказать. Опыта у него много. Много знаний есть. Угу. Ну, тут у вас, смотрите, тут вообще просто вы и вокруг вас что-то такое происходит непонятное. Непонятное происходит. Вот пока сейчас вот это вот непонятное происходит вокруг вас, вот этот бардак, да, который вас нервирует и выводит из себя, вы разберитесь сейчас со своими внутренними ощущениями, чего вы действительно хотите, независимо от того, кто вокруг, что вокруг, бесит вас там кто-то, выводит из себя, да, вот просто вы поймите, чего вы хотите. И какая-то тайна вам откроется, которую вы не знаете еще. Вот это вот позитивное будет. Что-то вы узнаете, что-то важное для вас. Может быть, то, что вас кто-то обманывал, предавал, подставлял на работе, что-то такое, да? Вашими заслугами пользовался. Что вы узнаете такое? Мужчина не разведен. Ну вот, может, показывало то, что он но он был в законном браке. Но он мудрый человек. Знаете, как будто вас, знаете, что может произойти еще? Вы что-то такое узнаете, что вам не понравится, и вы можете с работы свинтить это, свинтить, можете работу сменить. Нет, пока работу менять не нужно. Нужно ли вам сейчас менять работу? Как будто какой-то период вы еще на этой работе задержитесь, хотя вы будете, знаете, как одиночка. Как одиночка. Но потом все-таки вы все равно рванете куда-то что-то. Не знаю почему, куда-то вы поедете. Вам нужна поездка, вам нужно уехать куда-то. Уехать, обдумать, понять. Может быть, взять или командировка, если это возможно, да, или мини-отпуск, что ли, недельку. Подумать, куда-то съездить, поискать новую работу, возможно, куда-то в новое. Или просто отдохнуть, мысли привести в порядок. Потому что здесь у вас будет какое-то принятие решения, что вам вот это то, что вот у вас есть, вас это не устраивает, и надо что-то менять. У вас вот это вот осознание должно прийти, вот оно придет. Вы примете решение, что я так не хочу, я буду все менять. И вы здесь можете сменить работу. И как будто, знаете, вот в поездке вы можете встретить какого-то человека. Опять же, вот человек выпадает, в
поездке, новое знакомство, возможно, у вас, видите, в поездке. Вам куда-то надо поехать, отдохнуть, расслабиться, выбрать себя, чисто для себя поехать, чтобы кайфануть, получить какие-то удовольствия, чтобы ни от кого ничего не зависеть, не думать ни о чем, сменить вам надо, сменить все. Когда у кого-то, видите, тут тяжесть такая, которая уже затянула, и уже тут уже все так завязано, перевязано, какая-то зависимость есть. Вот это тормозит вас к вашей мечте, то, чего вы действительно хотите. Вам нужно выбрать то, что вы действительно хотите. Может быть, уехать, переехать в другой город. Тут как будто тут поездка выходит в любом случае у вас. Куда-то поехать вам надо. Куда вы хотели поехать? Может, вы куда-то хотели поехать отдохнуть? Как у нас тоже, знаете, девчонка тоже вот рассказывала, хочу, говорит, в Калининград поехать, там так красиво, говорит, мы там уже были, там, она там жила какое-то время, хочу съездить, я не была вот там, теперь хочу посмотреть. То есть вам нужна тоже, тут у вас тоже какая-то поездка, вы принимаете решение, что вы не хотите так, как было, вы хотите по-другому, нафиг уже ничего не хочу. Хочу быть счастливой, надоело, что мной пользуются, хочу быть счастливой. Да. Хочу, чтобы сильный мужчина влюбился и был нежным с вами, чтобы зарабатывал деньги, чтобы, возможно, у вас, может быть, были дети, или просто, чтобы он заботился о вас. А вы были девочкой, чтобы он был сильный, а вы были слабые. Вам уже надоело быть сильной. Вы уже устали зарабатывать денег, быть сильной, все сама. Все начинать с нуля, вот это все, вот это. Конечно, устаешь. Что-то скоро выровняется, вот видите, и мужчина придет, тот, который вам предназначен судьбой. Есть такой мужчина, который вам предназначен. Да, и он, смотрите, он маг прям просто. Он сможет решить все ваши проблемы. Вы сможете быть такой, какой вы хотите. Вы поменяетесь, энергия у вас будет другая. Он будет помогать здесь. Ну, здесь будет мужчина, но у вас здесь вам нужно обратить внимание на свои мечты. Куда-то поехать. У вас поездка прям поездка, выпадает эти вот лошади, колеса, колесница, вот это все куда-то ехать, зарулить. В общем, какую-то новость вы узнаете, это будет хорошо для вас, потому что это даст вам толчок что-то поменять, что-то неизвестное вы узнаете. Да. Вам нужно куда-то наполниться, может быть, к своей семье поехать. То, что вас наполняет, то, что приносит вам удовольствие, какое-то место, которое приносит вам много удовольствия. Может, с близкими друзьями встретиться. Вы куда-то поедете, у вас в ближайшее время, не знаю почему, что позитивное возникает, ну вот что вот оно будет позитивное, что вот вас ждет. Вот от этого вот эта вот поездка, ну, самая первая, это какая-то поездка, вот она позитивная. Дорога какая-то у вас, дорога. Вот это хорошее вас ждет. Вот. Ну здесь да, тут как-то не все так просто, чтобы все было просто. Знаете, возможно, может быть, на работе рассказать этому мужчину, что вы хотите или повышение, или другую работу, или, может, он вам что-то поможет подсказать. И что же этот мужчина выпадает, который может в работе помочь? Здесь надо просто посмотреть, чего вы хотите, как вы хотите. И обязательно куда-то съездить, отдохнуть душой, наполниться. Или какое-то красивое место. Или это родственники ваши, или близкие друзья. Или красивое место, просто поехать, отдохнуть, мысли привести в порядок. Вот от этих вот людей, которые вас вот нервируют, потому что вы не можете даже нормально подумать, у вас эмоции переполняют, а эмоции эти не позволяют вам вот это вот
Не знаю. Правильно действовать не могут вам дать. Какая-то тайна откроется, в общем. И какую-то новость получите хорошую от мужчины. Ну вот это вот идея какая-то, новость, что-то спросите, он вам что скажет. Может быть, знаете, он вам скажет куда-то пойти учиться. Вот этот мужчина, который вот стабильный, да, он, видите, он вам какую-то новость скажет, какой-то совет даст. Вот этот вот мужчина стабильный, который вот, у которого какие-то обязательства есть. Вот он может быть и в разводе, но у него обязательства какие-то еще, возможно, остались. И он может дать вам совет пойти учиться. Потрать время, выучись, да, но зато ты будешь там типа классным специалистом, зато ты сможешь уехать в этот город, там эти спецы нужны, да. Вот потрать время, там у нас там филиал, может быть, открывается, потрать время, но ты туда пойдешь, например, главным менеджером или что-то еще. Ну, что-то тут может такое быть. Прям, знаете, прям хочется вот с этим мужчиной вот позвать его и поговорить просто, мол, что, вообще, что вы хотите, что вот он может предложить, посоветовать. Вот такой вот мужчина. А вам по судьбе все равно куда-то поехать. Вот куда-то поехать, куда-то вот что-то новое пойдете начинать. Смотрите, у вас что еще по судьбе, что хорошее, я не знаю, хорошее это или нет, но двое мужчин у вас, смотрите. У вас впереди ждут двое мужчин, а вы будете выбирать. Смотрите, вы будете перед выбором стоять, кого из них выбрать, кого вот из этих мужчин выбрать. Вот это вот вас ждет. И вот с кем-то из них кто-то приедет именно для создания семьи, какой-то из этих мужчин. Да, одного вы не выберете, а другого даже согласитесь подождать. Вы сами будете решать, кого вы выбирать. Это как бы дьявол будет вас проверять. Один будет для проверки. Один будет для проверки. То есть выбирай, выбирай. Хотела, выбирай. Тут все равно нужно больше мечтать, отдыхать, встречать подружками. Не ограничивайте себя, мечтайте вот, и делайте то, что приносит вам удовольствие. И вам нужно заниматься любимым делом, знаете, любимое дело, любимая работа, то, что приносит вам удовольствие, то, чем вы готовы заниматься. Даже если вот время свободно есть, вы готовы все равно делать эту работу. Возможно, если на работе там что-то не так, подработка или самой, если это можно, самой работать на себя, искать заказчиков там, искать заказы, чтобы вас находили, если вам нравится. Я просто не знаю, нравится ли вам своя работа или нет. Вот тут как-то вот надо заниматься тем, что вам нравится. Вы сможете и зарабатывать, но только нужно заниматься любимым делом, от которого кайф прям. Скоро у вас какая-то возможность будет, смотрите. Опять же дорога, опять же в дороге. Вы как-то сможете влиять на ситуацию. Кто-то вам как будто помощь придет, кто-то вам поможет. Может быть, этот мужчина, с которого вы совета спрашиваете. Нет, а кто? Идея какая-то у вас придет. Вы уже знаете, как будто чего вы хотите, но вы этого не делаете, потому что у вас, возможно, не получается, или боитесь в деньгах потерять, или это там ненадежно и денег нету. Как будто вы давно чего-то хотите, но вы запрещаете себе это. Возможно ли это? Боретесь с чувствами постоянно.
Вот, смотрите, тут у вас такой вот период, что если вам не нравится работа или те люди, с которыми вы работаете, то вы принимаете решение и уходите. И уже когда вы ищете новую работу или свое дело, то вы уже смотрите на людей, чтобы уже не допустите этого. Здесь как будто уходят из вашего окружения те люди, которые причиняли вам боль. И вы уже общаетесь по-другому с людьми, осторожно. А куда они уйдут-то? Это вы уйдете. Это вы, скорее всего, уйдете. Ну, вы не знаю почему, как будто вы можете уйти. Или в новую команду, или на другую работу. Или куда-то в свое. Получится ли у вас свое, тут, видите, все шансы, что получится. Да, и вы будете очень рады. Я просто не знаю, что там надо рассматривать. Там какие-то трудности есть, да, но тут быстро у вас пойдет развитие. Не знаю, с чем это связано. Смотрите, как получается. Такие карты. Так, надо сейчас их в порядке, в котором они выпали. Вот, вот. Как будто вы уходите, там, где вам уже плохо, уходите, да, и как будто какое-то время вы будете в одиночестве, не будете думать, правильно ли вы сделали, будете сомневаться какое-то время, нужно ли было вообще уходить или нет. Потом вы встречаете человека, который вам поможет, который вас поддержит, да, и все, и вы обретаете благополучие, независимость и денежную, финансовую стабильность. Но вот это вот, вот через вот это все нужно будет пройти. Вот человек, который вас поддержит. Здесь могут быть дружеские отношения, может быть поддержка такая вот, когда будет вас понимать, а может быть и для серьезных отношений. Тут непонятно пока какой человек, но какой-то человек, который будет вас понимать. И вы вот станете хорошим специалистом, то ли работу найдете, то ли свое что-то такое. Вот у вас просто может все так достать, вам нужно просто поехать отдохнуть пока куда-то. Я не знаю куда. У вас выпадает дорога. Может быть, вы сейчас узнаете что-то такое, что раньше не знали, и решите поехать. Вы не знали, что там командировка, или вы не знали, что открывается филиал, или там еще что-то, не знаю, скидка где-то на отдых. Вы узнали, решили, все, я поеду, мне надоело, поеду. И вот в этой поездке у вас немножко поменяется все. Потому что ничего не происходит, у вас движения нет, у вас изменений нет. Это как болото. А у вас это все происходит, что вы начали действовать. Вас толкают, вас выталкивают оттуда, потому что там уже вам не место. Вам нужно что-то менять, что-то предпринимать, менять окружение. Поэтому будет все хуже и хуже происходить, чтобы вы наконец-то поняли, что вот вам надо что-то делать. Да, вам нужно идти вперед. Может быть, у вас есть сомнения, страхи, но вот когда вот так люди делают, подставляют, обманывают, возможно, вы уже знаете, как вы хотели бы. Да, у вас уже очень большой опыт, потому что много чего было в вашей жизни. Вам нужно двигаться вперед, просто все это происходит, потому что вам нужно двигаться, вам нужно что-то менять. Вас хотят или разозлить, или вывести. Вот это все происходит не просто так. Просто чтобы вы начали действовать, что-то делать, что-то менять по-другому. Подумайте, что там надо, как это, что это такое. А из хорошего это поездка. Какую-то новость узнаете. И знаете, что впереди есть человек, который вас поймет, поддержит. Неважно, мужчина или не мужчина, но из мужчин вы тоже будете выбирать из двух.
Тоже они впереди есть. Ну и кто-то вас поддержит, поможет. Да даже если поддержка будет, знаете, моральная, это уже круто. Это уже много. Так, подсказка. Настройтесь на удачу. Смотрите, настройтесь на удачу. Не сомневайтесь, не слушайте, если кто-то вам говорит, что у вас что-то не получится, да, или кто-то сомневается в вашем успехе. Вы их не слушайте. Вы прислушиваетесь только к тем, кто вас поддерживает, кто говорит, что у вас получится, кто, например, вы просите помощи, вам помогает. Вот даже советом, не советом, а говорит, ну, давай я тебе помогу, или там какое-то время поживешь у меня, или еще что-то. Ну, то есть, как бы вы понимаете, когда люди вас поддерживают, и когда они вас вообще никак не поддерживают, и наоборот, вас тянут вниз. То есть, вот прислушивайтесь к тем, кто вас поддерживает. Так что давайте, меняйте. Это страшно, конечно, бывает, но нужно это сделать. Зато тут как бы вы должны просто понять, какие люди должны быть рядом, какие нет. По-другому, может быть, как-то общаться, закрыться или, не знаю, в общем, подумайте. Но подумать в любом случае вам надо, вам нужно куда-то поехать, отдохнуть от этого. Это, я даже не знаю, как сказать, сумасбродство, кошмар, что у нас происходит на работе вот от этих вот людей, которые вот непонятно, что воду мутят. Но это, знаете, это как будто специально-то они, у них роль такая, у них такая роль, чтобы вас бесить, чтобы вот вам, вот, чтобы вы что-то поняли, чтобы вы начали что-то делать. У них так, ну, не обижайтесь сильно, вот у них роль такая, все, чтобы вы что-то поняли. Они вам делают какую-то фигню вот такую вот противную, чтобы вы что-то поняли. Вот. Ну, как бы такая роль. Так что не обижайтесь, обижаться не надо, расстраиваться тоже не надо, просто примите это как есть и поймите, что же нужно делать. Вот и все. И делайте. Вот. Сейчас посмотрю. Донатики все ответила. Сейчас будем заканчивать. Спасибо, Зарина. Ну, у вас правда тяжело, вы правда все сама уже достала. Еще, кстати, имя тоже влияет на то, какая у вас будет жизнь. И фамилия тоже влияет. Будет ли сложная жизнь, как к вам будут относиться люди, будете ли вы нравиться этому типу мужчин или этому типу мужчин. Вот даже от этого, представляете, вот фамилия влияет на это все. Даже, вы знаете, я не знаю почему, но у меня просто эта тема сейчас горячая. Даже если там вам говорят, вот вы посчитайте фамилию там будущего мужа, вот у вас такая фамилия, там, например, 8 выходит, и у него такая фамилия, и у вас тоже выходит 8. Типа ваша жизнь не изменится. Фигня все это, херня все это изменится, даже если одинаковое количество выпадает циферка. Потому что все зависит не от цифр, а больше от букв. Потому что от значения букв, потому что есть такие буквы, когда это постоянные препятствия, постоянные, не знаю, вот это вот... все тяжело. А есть такие буквы, когда легко идет, как вода, плавно. Вот. А есть такие буквы, когда тебя постоянно бьет, жизнь бьет и бьет. Вот. Поэтому аккуратно смотрите. Иногда смена фамилии это к лучшему, а иногда не очень. И просто у меня эта тема сейчас такая, что актуальна мне. Поэтому я вам говорю, что кому-то тоже актуально, не знаю. Поэтому не надо обижаться ни на кого. Держаться надо от них подальше. Ну что, давайте будем заканчивать эфирчик. Увидимся с вами на следующей неделе. Я надеюсь, в субботу все будет нормально. У нас рабочая суббота, вас не знаю. Но я желаю продержаться эту неделю, она будет большая. Ну все, всем спокойной ночи, кто спать ложится. И кто утром, доброе утро, хорошего дня, чтобы все было хорошо. Вот. Увидимся с вами в следующем видео. Все, я заканчиваю. Сейчас только кнопочку нажму. Найду сначала, а потом нажму. Все, пока, пока.